Всем привет, с вами Игорь. И сегодня у нас такой будет обзорчик воздушных кондиционеров, воздушных тепловых насосов. Ну как, такая будет у нас построено видео. Начнем двигаться от самых дешевых кондиционеров на отопление. Вот, и потихоньку там самым дорогим, там инверторные, с этим подогревом, все такое, до воздушных, настоящих воздушных тепловых насосов. Я повторяю, настоящих, потому что вот вы даже сами увидите по ходу видео, насколько отличается обычный кондиционер, который может работать на обогрев, ну в принципе он каждый может, от настоящего теплового насоса воздушного. Итак, ну, такой вопрос вообще возник, потому что, ну, я вообще агитирую на своем канале именно за тепловые насосы вода-вода или грунтовые. Ну, грунтовые мне не очень нравится, это копать слишком много надо. А вода-вода это проще всего, две скважины, даже можно и одну, а куда-то там сливать вообще воду. Не проблема. Вопрос возник, потому что не все могут добраться до воды. Ну, у меня хорошо, что близко вода, но не у всех так бывает. У некоторых людей очень глубоко вода, ее неэффективно будет, просто невыгодно доставать в таких количествах за такие деньги. Некоторые вообще не могут добраться до воды, ну короче не вариант вода. Вот. Или очень дорого скважина, или до воды 50-60 метров, ну короче никак не получается. Вот. И тогда, конечно, выступают вперед вот эти вот воздушные тепловые насосы или кондиционеры. В принципе, в нашем регионе, это центральная Украина, где я живу, можно отапливаться даже такими. И я вот в этом видео хочу помочь разобраться, что к чему и как ее выбрать для отопления. Ну, начнем с самых дешевых, это обычных кондиционеров старт-стопного режима. Вот. Кстати, вот мне вот этот вот старт-стопный режим больше всего нравится. И я расскажу по ходу видео, почему я так думаю. Вот, смотрел я, готовился к этому видео, смотрел много видео про пользователей именно кондиционеров, как они обогреваются там. И, короче, человек отапливает свой дом двумя кондиционерами, Toshiba и Cooper & Hunter, рассказывает, как это все. Ну, вот один момент такой хочу остановиться, вот что мне не понравилось в логике работы. Там есть тоже подогревающий кабель на дне поддона, ну, понятно, да, где, под испарителем, вот. И этот кабель почему-то, вот, я не понимаю, что рассчитывали, что думали эти производители, этот кабель, короче, греется постоянно. Он постоянно тянет электроэнергию. Он так вот говорит, что и Toshiba, и Cooper & Hunter, вот такая вот дурацкая логика работы. Вот представляете, я не понимаю. То есть как это постоянно? Компрессор работает на обогрев, качает тепло в дом, кабель работает. Для кого он работает? Для чего он работает? Компрессор включается на разморозку, кабель работает. Это понятно, да, чтобы влага, которая стекает с теплообменника, она там не насобировалась, не замерзала. Включился кабель, влага стекла, теплая водичка ушла, все, высохло, высушилось, он опять включился на обогрев, кабель должен по идее выключиться, ну это нормально было бы, да, так сделать, но кабель не выключается, он продолжает греть. Что он там греет, я не понимаю, он греет постоянно, даже, это еще не все, даже когда компрессор выключается, то есть кондиционер вообще выключился, ну он нагрел там, нагнал какую-то температуру определенную, да, таймер он не постоянно же работает, компрессор выключился, все, он стоит в дежурном режиме, кабель все равно греет. Представьте себе, как. И если этот кабель на Toshiba 80 Вт берет круглосуточно, получается на Cooper & Hunter 120 Вт. Круглосуточно. Круглосуточно. Это 2,5 киловатта в сутки коту под хвост. Это вообще никуда. Оно уходит, эта энергия. Это непонятно. Такая вот логика работы. Почему они думали? Поэтому вот, если, ну, это и на Toshiba, и на Cooper & Hunter, это значит не случайность, это не поломка, это, наверное, выходит уже такой режим работы на всех кондиционерах. Ну, я так думаю, с зимним комплектом. Если это так, ну, кто считает, кто знает, что это не так, или у кого-то по-другому работает, пишите, какие модели там тоже. То если это так, и они все так работают, то лучше уже взять обычный кондиционер старт-стопного режима и поставить на него зимний комплект. Это без проблем. В принципе, там в электронику никакую залазить не надо. Просто прокладываем шнурок какой-то там на Алиэкспресс, берем подогревающий там на поддончике,
И наматываем тоже кусок кабеля на компрессор, нижнюю часть тоже подогрев. Релюшками это все настроить, чтобы то выключалось, то включалось, то включалось, то выключалось. И все, это очень просто, без всякой электроники. Сделать самому вот такой вот зимний комплект с нормальной логикой работы, адекватной, так сказать. Ну что вот эта вот заводская получается совершенно неадекватная. Неужели так наплевать вот так вот на пользователя, сколько у него будет уходить электроэнергии на ваш подогрев вот вашего кондиционера, поддона, пускай типа все время греет. Вот мне это непонятно. Вот. Теперь мы подобрались к инверторам, инверторным кондиционерам, которые дороже. Ну вот преимущества я выбрал такие, написал, да, чтобы ничего не забыть. Он тише работает, да, он действительно тише работает, наружный и, наверное, даже и внутренний блок, если там он регулирует тоже обороты электромотора внутреннего блока и, соответственно, на мощность компрессора и работает и также и внутренний блок, то есть не постоянно на максимальную мощность, то тогда и внутрь. А наружный блок, в принципе, что он тише работает, кому это интересно? Кто зимой сидит на улице под наружным блоком, что кто-то его там будет слышать, ну это как бы вообще не актуально. Комфортнее в доме, да, я согласен, что он дает какой-то комфорт, хотя бы потому, что он постоянно работает с каким-то режимом таким более пониженным. То есть он нагнал то, что ему надо, то, что ему задали, запрограммировали, и потом он просто поддерживает или прохладу, или тепло. Это поддержание, то есть на каких-то более низких оборотах, вот, постоянно, стабильно он работает. Согласен, есть такое, чуть-чуть, да, комфортнее. Плохо ремонтабельный. Вот это вот минус инвертора, что он плохо ремонтабельный. Там у него плата, если вы посмотрите, у него вот такая вот плата электроники. Там плата, вот это мозги его, это управление компрессором и все такое. Ну, наверное, в телевизоре у меня плата меньше, в моем старом поломанном телевизоре, чем, ну как старом, очень старом, чем вот это вот мозги. Поэтому, когда едут ремонтировать инвертор, то, скорее всего, его едут не ремонтировать, а просто на диагностику, посмотреть, что там поломалось. Вот. Потому что сразу эту плату, обычно ее просто меняют. Это огромная плата, и стоит она тоже немалых денег, поэтому ремонтабельность инвертора нет. В отличие от on-off, там ремонтировать-то нечего. Там компрессор и конденсатор. 3 провода. Все, там больше ничего нет. Очень просто. On-off насчет этого. Самому можно поремонтировать, что-то там еще добавить, убрать. Ну, короче, с инвертором так не получится. Экономичность инвертора. Вот самый такой интересный вопрос, что они вот утверждают вот продавцы. Ну, я считаю, это чистой воды маркетинговый ход про экономичность инвертора. Вот. Все там заявляют, продаваны этих кондиционеров, он экономичнее 30-40%. Я считаю, это неправда, абсолютно неправда. Вот, неправда. Почему? Вот давайте разберемся. Кстати, они заявляют вот это вот, что он экономичный, но никто не объясняет почему. Никто, там какие-то такие слова, ну это передовая технология, это там еще что-то. Ну при чем тут передовая? Оно все нелогично, не вяжется. Вот я сейчас объясню, почему он не экономичнее. Ну вот у нас есть 2 компрессора, да, ротационных, одинаковых по мощности, по типу сжатия одинаковых. Мы сейчас спиральники не трогаем. 2 ротационных компрессора, только у одного регулируются обороты, а значит и мощность, у второго не регулируется, он работает всегда на, ну когда работает на 100% мощности. Итак, чтобы нам, например, за месяц получить там, ну, нашему дому 1000 киловатт надо часов тепла, ну, например, допустим, 1000 киловатт часов тепловой энергии надо, да? Чтобы надавить эти 1000 киловатт-часов тепловой энергии, мой, например, старт-стопник будет работать 50% времени. 50% времени, но на 100% мощности. Инвертор будет работать все 100% времени, но на 50% мощности. Где экономия, товарищи, где экономия? Они потратят одинаковое количество времени, мощности, электроэнергии. Электроэнергии потратят они одинаковое количество. То есть, если за час мой компрессор, там, 9 будет работать 30 минут и 30 минут отдыхать на 100% мощности, то инвертор будет работать весь час без остановки, но на 50% мощности.
чем экономия? И тот, и другой спалят, там, если, например, на киловаттные компрессора спалят полкиловатт-часа электроэнергии, да? Тот работает целый час, киловатт-час спалил, тот целый час. Тот работает целый час на 50% мощности, он спалил, значит, полкиловатт-часа, тот работает полчаса, но на 100% мощности. Тоже он спалил 0,5 киловатт-часа. Ну, где экономия? В чем экономия, товарищи? Экономия я вижу только в том, но она такая незначительная, на стартовых токах. То, что вот старт-стопник, он стартует, там, как мы все знаем, на старте электродвигатель берет больше номинала в несколько раз, но это полсекунды, это такой короткий промежуток времени, что там экономия, но это буквально копейки, если перевести это деньги в месяц, например, по оплате, да, в день, это копейки, это полсекунды, он работает, там превышает какие-то токи в несколько раз. Ну какая там выйдет экономия? То есть вот эта вот экономия, что вы будете экономить на стартовых токах, там может быть за месяц это у вас выльется в 1% экономии по деньгам. От этой экономии никогда не окупит цену инверторного, никогда в жизни. То есть он быстрее постареет и сдохнет от старости или морально устареет, чем вы окупите вот этой вот экономией на стартовых токах стоимость инверторного кондиционера. Поэтому никакой там экономии по электроэнергии нет. Ну, может, я что-то не учитываю. Если кто-то разбирается лучше или что-то там знает, пишите там. Насчет КПД электродвигателя, я не думаю, даже не то, что не думаю, я уверен, что у них КПД примерно одинаковый. Ну, какой-то, вообще у электродвигателя, у любого КПД больше 90%. Поэтому это там, если сравнить, например, с двигателем внутреннего сгорания, то там, да, КПД 30-40%. Есть куда расти. Ну, там расти уже тоже невозможно. Но куда тут расти с электродвигателем? У синхроника выше 90%. У этого тоже инверторного выше 90%. Куда там? КПД он примерно одинаковый у обоих моторов, я же говорю. То есть экономия только на вот этих вот стартовых токах. Но, конечно же, то, что у него нет старта, у этого инвертора, вроде бы теоретически он должен прожить дольше. Потому что вот именно старт для компрессора это как бы самый такой болезненный момент в его жизни. Ему лучше работать вот так вот постоянно, на 50%, 30% мощности, чем так вот регулярно и тем более часто стартовать. Но у меня стоит теплоаккумулятор, поэтому стартует он у меня всего-то там 4, 5, 6 раз в сутки. Поэтому это ничего, это можно сказать ничего за сутки. Вот я советую аккумулятор поставить, тепловой аккумулятор, поэтому это сведет к минимуму вот эти вот старты и увеличит срок жизни вашего компрессора старт-стопника. Вот. Но по деньгам экономнее не будет, я еще раз говорю, обычный этот инвертор. Тем более он дороже на 30-50%. Вот это главный минус инверторных компрессоров, что они, кондиционеров, что они намного дороже. Он-офф, он ремонтабельнее, он простой и он дешевле. На мой взгляд, мое чисто мое мнение, вы как хотите, это взять обычный он-офф старт-стопник и поставить туда зимний комплект, настроить ее под свою логику работы, правильную, а не так вот, чтобы этот греющий кабель постоянно грел. На что еще надо обратить внимание, когда вы покупаете кондиционер? Ну, это, во-первых, размер теплообменника. Вот вы видите, модели стоят, да, там девятки, например. Вы смотрите, вот этот немножко больше, там посмотрели, там у него теплообменник больше, там все, посчитали петли, там сколько у него, там померили даже рулетка, если хотите, там возьмите с собой рулеткой, какой там теплообменник длины, высоты, чтобы примерно представить площадь. Это очень важный момент при выборе кондиционера на отопление. И вот именно размер теплообменника, размер испарителя. Дальше на что надо обратить внимание. Если у него вот этот вот зимний комплект, ну я уже сказал, что его, наверное, если он так работает на всех моделях, вот такой дурацкой логикой, то лучше его самому поставить на обычный старт-стопник. Если у него РВ или ТРВ, вот это вот тоже немаловажный момент, потому что капиллярка, это надо понимать, самый такой дешевый эконом-вариант. Это производитель не хочет тратиться на ТРВ и поставил просто капиллярочку, которая, надо понимать, она
сделана для какого-то одного режима работы. То есть где-то посередине они выбирают вот так вот режим работы, и она будет нормально работать. Плюс-минус, если сильный разброс, она уже эффективность этой капиллярки начинает падать. То есть она не может приспособиться ко всем режимам работы кондиционера. Не может. То есть где-то она будет работать в каком-то режиме плохо. То есть с минимальной эффективностью. ТРВ это автоматический прибор, РВ или ТРВ. Он сам подстроится под любой режим работы, обогрева, любой режим охлаждения. И выберет всегда, он будет поддерживать работу на максимуме эффективности вашего кондиционера или какой-то теплового насоса. На максимум всегда будет у вас на гребне волны, благодаря именно ТРВ, работать ваш кондиционер. Вот это тоже немаловажный момент, чтобы там был ТРВ. Ну, на дешевых, в принципе, кондиционерах его, в принципе, наверное, не будет этого ТРВ. Мне так кажется. На уже более-менее таких кондиционерах, которые заточены работать зимой подогрев, там уже он есть. Там уже он должен быть. Вот, а на дешевых он вряд ли будет. Так, дальше двигаемся. Ну, насчет зимнего комплекта сказал. Ну, вот еще подошли мы к дорогим. Прошли мы инвертора и подошли мы к дорогим настоящим тепловым насосам. Вот. Я смотрел там, что в Украине продаются тепловые насосы. Мне понравились Panasonic Aquaria, Daikin Alterma я смотрел, Hitachi Yutaki, ну и мой любимый Mitsubishi Zubadan. Ну, дорогой, да, конечно, этот Mitsubishi, но он не зря дорогой. Поверьте мне, он работает идеально. И да, в нашем регионе, это вообще Украина, это вообще он был классный такой, ну, самый оптимальный вариант, конечно, если у вас хватает денег на него, потому что он довольно-таки дорогие. Все эти перечисленные тепловые насосы имеют наружный воздушный блок и внутренний водяной блок. Ну, я думаю, в линейке там есть на выбор. Можно внутренний блок выбирать, или водяной, или воздушный внутренний блок. Ну, конечно же, самое лучшее выбрать внутренний блок вода. То есть воздух-вода, да? Такая тип работы. Воздух-вода. Просто подключаете своей системе отопления существующий уже внутренний блок, который на воду рассчитан. И все, у вас отопление готово. Приятное, комфортное, ничего не дует, как внутренних блоков воздушных. Там такие короба разводить по всем комнатам. Это самый оптимальный вариант. Если вы вот посмотрите на эти, даже вот если посмотреть на тот же Panasonic, это Daikin, Hitachi, Mitsubishi, у них огромнейшие наружные теплообменники, блоки. Огромнейшие. Это даже, они даже, ну, ни в какое сравнение даже не идут с обычными кондиционерными. Это небо и земля, так можно сказать. Вот, например, тоже Panasonic, Hitachi, Mitsubishi, это такие двухэтажные блоки, там как бы они с двух такие блоков сращенные, такие нижние, верхние, такие прям высокие, двухэтажные, огромные, большие блоки. У Дайкина Alterma я смотрел, у него один одноэтажный, но там вообще огромнейший. Там такая ширина этого блока, ну, вот такая вот. О. Вот это вот и есть разница. Размер наружного блока. Ну, вот этот вот параметр, это никак не обойти. Ну, нельзя создать, понимаете, нельзя создать нормальный тепловой насос для работы зимой с каким-то маленьким таким наружным блочком, теплообменничком. Но это нереально. Это, там получается, что в этих всех вышеперечисленных настоящих тепловых насосов размер, вот, промежуток между ламелями, вот этими вот, которые там идут на ребра, на медные трубы насаженные эти ребра, там у них довольно большой размер. Что это дает? Это дает то, что у вас медленно, намного медленней, намного дольше он будет зарастать инеем, то есть зимой, замерзать, обмерзать, намного дольше. Вот именно из-за вот этого вот большого широкого промежутка между ламелями. То есть, если у вас будет обычный кондиционер выключаться там на разморозку чуть ли не каждых полчаса, то этот настоящий тепловой насос с широкими расстояниями между, он будет выключаться, может быть, в 3, в 4, а может быть и в 5 раз реже на разморозку. Вот что еще интересно в Panasonic Aquaria, такой момент, что у него до минус 20 вообще не падает мощность.
вообще не падает. У него падает коп. Ну, он так устроен. Такой у него... Кончилось время опять на моей камере. Производитель так сделал, да, что до минус 20 градусов у него падает коп. Ну, например, там при минус 20, насколько я помню, вот недавно смотрел даже видео, коп около 2, но 9-киловаттный тепловой насос также само выдает свои честные 9 киловатт тепла по теплу при минус 20. То есть вам не надо будет его там ходить, перенастраивать, там добавлять мощность, увеличивать, там он при минус 20 все равно будет выдавать те же 9 киловатт тепла, но коп у него пойдет около 2. Вот это при минус 20. Ну, сколько у нас на Украине там бывает эти минус 20? Это не так часто. Вот, и там выше температура, минус 10, минус 5, там уже 3 коп и больше даже. Вот, поэтому он, ну, так, довольно-таки эффективно работает. Во-вторых, там кроме огромнейших вот этих вот теплообменников, а это по-любому надо, ну никак это не обойти. Нельзя, еще раз скажу, нельзя сделать нормальный тепловой насос с маленьким экономным теплообменником, там пол на полметра. Ну это просто нереально, не получается так. Там уже стоят во всех этих перечисленных инверторные, ну да, в некоторых инверторные, наверное, во всех инверторные. Но, в принципе, не так важно, что инверторные, как важно то, что они спиральные. Спиральные компрессора с вот этой вот EVI технологией. И вот этот компрессор, он уже действительно экономит электроэнергию, но не за счет того, что он инвертор, а за счет того, что у него совсем другой принцип сжатия спирали. Две спирали, которые этот принцип, проще так сказать, требует меньше электроэнергии на сжатие того же самого количества объема фреона и выдачи той же тепловой энергии. Меньше у него просто такой тип сжатия, более экономный, экономичный тип сжатия компрессии вот этого фреона. Так вот оно сделано, передавает это технология. Вот этот компрессор, я согласен, он выдаст за меньшее количество электроэнергии большее количество тепла. Ну и стоит он, конечно, там, даже если сам компрессор брать, там в разы этого обычного, больше роторного обычного кондиционера. Плюс там еще куча всяких заморочек, хорошие очень контроллеры на этих тепловых насосах, ну вообще... Там придраться не к чему. Поэтому, я не знаю, есть ли смысл покупать дешевый кондиционер на отопление. Может лучше подождать, подсобирать денег, если у вас не получается уже, и купить нормальный воздушный тепловой насос. Ну или собрать самому даже, в принципе, можно. Есть и такие варианты. Почему бы и нет. Тоже намного выйдет дешевле, потому что, я же говорю, заводские тепловые насосы это такая стоимость какая-то заоблачная, какая-то непонятная, нереальная, что если вот его разобрать на части, тот же тепловой насос, даже воздушный, и посчитать, сколько стоит компрессор, там медь, контроллер, мозги, это выйдет в разы дешевле. Там навар производителю идет просто огромнейший, я считаю, это необоснованно и несправедливо. Так много наваривать на этой продукции. Это уже их дело, не будем их судить. Вот такой вот обзорчик я сегодня сделал. Можно сделать такой вывод, что инверторный кондиционер вкладывать деньги я не вижу смысла. Но это мое мнение, еще раз повторяю. То, что он дороже на 30-50%, он не экономичный, он плохо ремонтабельный, он тише, комфортнее, да. Еще там, в принципе, да, еще можно добавить к экономии то, что не надо ему подогрев компрессора. Старт-стопнику, в принципе, и старт-стопнику не надо будет, если он часто включается, он просто не будет успевать остывать. А инвертору уж точно не надо, потому что он постоянно работает, у него никаких даже стартов нет. Вот это тоже такой плюсик небольшой. Но я не думаю, что эти плюсики, вот эти небольшие, которые я перечислил, да, тише, комфортнее, и вот не надо ему подогрев компрессора, стоит переплаты вот такой вот аж 30-50% за инвертор. Я вот лично не считаю. Старт-стопник, он мне как бы понятней, ближе, его можно настроить, перенастроить, добавить ему тот же самый зимний комплект на свое усмотрение, как вы хотите, там накрутить каких-то шлангочек, трубочек, подогрев, все такое сделать и того, и будет он нормально вам работать и не хуже, чем инвертор. Но все-таки самый лучший вариант это настоящий
тепловой насос. Настоящий тепловой насос, воздух-вода. Кстати, есть у меня там видео похожее, я еще его делал в прошлом году. Чем отличается кондиционер от теплового насоса или что-то такое. Ну, короче, я на него сделаю ссылку в описании. Там такая развернулась дискуссия по поводу, вот что кондиционер это тот же тепловой насос и все такое, и зачем его переплачивать, можно купить самый дешевый кондиционер, там простой и нормально греться. Нет, не получится у вас нормально греться, вот, и неэффективно и ненормально, потому что самая главная причина, производитель это не предусмотрел. Когда он делает кондиционер, производитель, и написано кондиционер, то это в первую очередь кондиционер. Понимаете? Это в первую очередь. Вот если там уже будет написано на коробке тепловой насос с функцией охлаждения, то это уже другое дело. Но тоже тепловые насосы есть там с функцией охлаждения, воздушные, которые тот же самый кондиционер, правда там увеличенный тепловой испаритель, у Купера Хантера есть такой, да. Но это что-то такое среднее между кондиционером хорошим и настоящим тепловым насосом. Ну, стоит ли? И у него, кстати, внутренний блок воздушный. Наружный воздушный, внутренний воздушный блок. Ну, вот это воздушный внутренний блок для обогрева, это совсем, я считаю, некомфортно. Это или делать какие-то разводки коробов, или сплит-система, чтобы во всех комнатах дуло этим. Ну, мне, например, не нравится, когда дует вообще. Даже горячим воздухом, теплым дует, тем более холодным. Вот. Мне кажется, лучше взять внутренний блок вода, наружный воздух, воздух-вода, чтобы подключить систему отопления. По-моему, это самый комфортный, идеальный вариант для воздушного теплового насоса. Фу, ну вот и все, наверное, на сегодня я уже заговорился. Буду заканчивать, может что-то не сказал, что-то забыл. Задавайте вопросы, пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Всем пока, до следующих видео.